Всем привет! Меня зовут Катя, и я вас приглашаю к просмотру очень расслабляющего и удивительного видео об арт-галерее Катавасия. Да, у нас в городе Минске есть такой объект. И вот я добираюсь до него от Института культуры, такая у нас станция метро есть, до Малиновки. И даже я советую вам поехать именно в эту арт-галерею Катавасия на метро, так как станция метро Малиновка просто удивительная. Это, я считаю, самая красивая станция метро в городе Минске. Посмотрите сами, как она интересно обыграна. И вот она, арт-галерея Катавасия. То место, куда я хотела давно уже попасть. И, конечно, я не ожидала, что это настолько грандиозная коллекция экспонатов, котов. Это просто что-то невероятное. Вот так вот выглядит вход. Я даже специально засняла, сколько стоят билетики. Это конец августа. Взрослый билет 12 рублей, детский 8 рублей. Все в белорусских рублях. Я живу в городе Минске, Республика Беларусь. И да, у нас есть самая грандиозная выставка котов в Европе. Нигде такой выставки нет, сразу скажу. Вход уже впечатляет, уже вот такие вот здесь интересные статуи, скульптуры. Вообще, точный адрес – это Минск, проспект Дзержинского, 131, у станции метро Малиновка. Есть фотозона, можно на стульчике сфотографироваться в этом замечательном месте и осмотреться. Что касается этой выставки, давайте расслабимся, насладимся видом разных котиков, то есть котов в разных ипостасях. Вот, например, казанская интересная такая вот скульптура, как мыши кота хоронили, я в Инстаграм видела. Кстати, у них есть свой Инстаграм, и там более подробно можно ознакомиться с разными экспонатами, потому что тут каждый экспонат, посвященный коту, уникальный, как я поняла, 2 часа спустя, находясь в этом месте. Кстати, я его не рекламирую, просто описываю свои впечатления. Я не ожидала, и даже вот видео у меня получается очень длинное. Здесь, в этой арт-галерее Катавасия, со всех уголков земли, кстати, собраны различные арт-объекты, произведения декоративно-прикладного изобразительного искусства. Также здесь есть необычные предметы интерьера и быта разных времен и народов. В конце вы увидите, что значит стульчик, на котором мы фоткались. Это открытки с аукциона. Кстати, везде можно заметить, что что-то произойдет. То есть выражает действие, которое до какого-то яркого действия происходит. Главные герои здесь только коты, кошки и котята. Ой, тут какую фигуру не посмотришь, она уникальная, везде все подписано, написано, из какой страны приехал экспонат, и я вообще восхищаюсь хозяином этой коллекции, его женой. Насколько я знаю, она проводит экскурсии, но мы не попали. Мы сами ходим, и нам консультант некоторые вещи рассказывает. Кстати, тот котик был интересный, из ракушек. Но тут любой котик удивительный, просто какие-то экспонаты очень интересные. Действительно, выставка самая грандиозная в Европе. Вообще, белорусский аналог книги рекордов Гиннесса, интернет-проект есть такой, рекорды Куфора. Они присвоили галерее звание «Самая большая разнообразная галерея арт-объектов, предметов быта с изображением котов». В коллекции, кстати, есть статуэтки и Этлауэ, и дом, и Лалик, и продукция с города Лиможа, это гордость Франции, скульптурные произведения Франка Майслера, это Израиль, Томаса Хоффмана, Германия, Льядра, Испания, изыски Бронте, Англия. Изделия сотен фабрик фарфора и фаянса, это СССР, Россия, Европа, Южная и Северная Америка. И некоторые экземпляры я вам покажу. Везде встречается соломенный котик. У меня сын просто занимался соломкой, поэтому я неравнодушна к изделиям из соломки. Здесь в соломке тоже представлены экспонаты. Вот можно подробненько остановить, ознакомиться, из какой страны экспонат. Я специально вот так иногда фокусирую, чтобы все было ясно и понятно. Конечно, все экспонаты здесь не изучишь, потому что их очень много. В описании, в инфобоксе я написала, сколько здесь экспонатов. И я уверена, что действительно это
выставка, она просто шедевральная. Что не котик, то шедевр. И вот давайте посмотрим, расслабимся. Такая у нас получается кототерапия. Рассмотрим подробности каждый экспонат. Можно просто смотреть на них и медитировать. Вот, например, коллекция только котов в сапогах. Я вообще, когда читала про эту выставку, это мои ножки, показывала, что это конец августа, еще было жарко, и мы наслаждались походом, еще были каникулы, я здесь с сыном пришла, и он был тоже в восторге. Сюда хорошо приходить с детьми, но лучше, чтобы дети были постарше. Кстати, не путайте эту арт-галерею Катавасия с музеем кота. Музей кота у нас тоже есть, но туда лучше с маленькими детками приходить. А вот это отдельный стенд. Это стенд посвящен немецкому вот фарфору. У нас даже в городе Минске есть и магазин Велеру Бух. На данный момент не знаю, но я даже покупала и встретила скульптуру, вот эту влюбленная парочка, котик и кошечка. Я подарила родителям такую скульптуру от Велеру Бух. У них очень качественный фарфор. И видите, скульптуры все тоже удивительные в таком немецком стиле. Опять этот соломенный котик. У нас, кстати, в городе Минске очень хороший есть кружок соломки, где детям очень нравится. Это очень полезно для особенно деток в начальных классах. И вот он, хозяин, кстати, арт-галереи, который, как я понимаю, собрал эту коллекцию. Жена проводит экскурсии и может рассказать много интересного. Это тоже удивительная у них коллекция. Это японский оркестр. Причем его не хотели продавать в Республику Беларусь. А вот эту вот арфистку в голубом платье или васильковом даже сделали в Беларуси, так как не могли, я так понимаю, раздобыть именно японскую арфистку. Но ничего страшного, наши мастера тоже справились. Все замечательно. Я вот вам демонстрирую, что это действительно, когда вживую смотришь, просто поражаешься огромному количеству котиков. Также мне очень понравилась вот эта вот каруселька. Тут куда ни подойди, везде все шедеврально. На этой скамеечке я еще посижу. Также вот такие вот котики интересненькие. Тут куда ни посмотри, шедевр шедевром погоняет, как я люблю выражаться. Даже вот эта тема обыграна разных, то, что у нас сейчас молодежь очень увлекается всеми этими то ли комиксами. Сын у меня интересуется, но это не его хобби. Также здесь сверху и картины можно увидеть разных художников. Но я не знаю, побывал ли хозяин во всех странах, откуда привезены все эти экспонаты, но это удивительно. Даже вот кто увлекается Лего, 3 экспоната Лего, книги везде. Ну, вы видите сами, куда ни посмотри, это просто какой-то восторг, расслабление. Так мне тут понравилось, и чем больше я здесь находилась, тем больше мне не хотелось отсюда уходить. Мы даже до окончания здесь остались. И вот скульптура, я так понимаю, мексиканская, то есть котики разных народов. Вот можно посмотреть, как изображают их в разных странах. Даже полезно. Я вот даже монтирую и озвучиваю, иногда вижу новую какую-то фигурку, уже, наверное, раз 5 просматриваю и озвучку переснимаю. Ну вот, посмотрите, шашки тоже вот. Это надо как изловчиться и добыть такие интересные экспонаты. Восторг. У меня только восторг, умиление. Я получила такое эстетическое удовольствие. Может быть, то, что я открыла в себе после 30 лет, что я все-таки творческий человек. И мне нравится вот все вот это вот изучать. И я не ожидала, что в городе Минске действительно есть такая уникальная выставка. Вот новогодние игрушкам, то есть посвящен целый стенд, витрина. Ой, я просто балдею. Вот, Новый год у нас впереди. Поэтому можно насладиться видом. Я знаю, что у нас проходила выставка новогодних игрушек, но она была кратковременная. А вот на эту выставку вы можете приехать в город Минск, позвонить и посетить. Даже там можно договориться
индивидуальной экскурсии. Вот я даже подумываю побыть на индивидуальной экскурсии, послушать, что говорит жена коллекционера, потому что мне девушка, которая работает здесь и встречает, она сказала, что она проводит просто феноменальные экскурсии, она изучает это все. Вот даже парфюмерии, духи, флаконы, посвящена витрина, можно рассмотреть. Также там мелькал флакон духов Penhaligon's, как же без них. И вот тоже можно ознакомиться. То есть во всех областях они, я так понимаю, коллекционер изучил образы котов и привез их. Это насколько надо владеть информацией. Вот честно, не ожидала такого размаха. Вот она, катавасия. Можно найти и увидеть фотографию коллекционера и тот, кто принимал участие, как я понимаю, в этой выставке. Вот этот котик черненький с глазками вправо-влево, мне сказал сын, что это феноменальный, кстати, котик, феноменальные часы, встречаются во многих фильмах. Также, если не заострять внимание только на этом черном котике, здесь много еще других удивительных часиков. Так хвостик прикольно шевелится, очень мне нравится, так, просто невероятная мысль. Конечно, в каждую экспонат вложено столько труда, столько фантазии. Я просто в восторге. Не буду даже уставать говорить это слово. Я очарована. И, кстати, каждая тематика подписана, кого что интересует. Сейчас все покажу. Вот, например, здесь только тарелочки и декоративные тарелочки с изображением разных котиков. Все подписано и на русском, и на белорусском даже языке. Кстати, можно изучить основные слова на белорусском языке. Вот, например, карбонки написано, то есть, я так понимаю, монетницы. Вот такая вот красота. Емкости для продуктов. Также вот эта картина мне очень понравилась. Муж и жена, и черный котик расслабляется. Я озвучиваю, потому что в зале играла музыка, и YouTube может забанить видео, вырезать кусочек, поэтому не хочу, поэтому просто озвучиваю, накладываю музыку, хотя на самой выставке в арт-галерее играет очень успокаивающая музыка. А вот эта картина, посвященная звездам, Мастрояне, Марлен Дитрих, только Мурлен подписано. Очень мне нравится идея, конечно. Товарищ Мяо. Также, как же без Монро, Мурлин. И очень интересно Деми Мур изображена. И вверху мягкий котик. И моему сыну на данный момент 13 лет, ему очень здесь понравилось. А вот объединенные мастаки, объединенные художники, стекло и хрусталь. У меня очень много слабостей и увлечений. Хрусталь – одно из увлечений. Обожаю, кстати, наш стеклозавод Неман, изделия от него. И вот здесь тоже можно встретить из Чехии котиков, из разных стран. Вот именно стенд посвящен нашим, то есть котикам, сделанным из хрусталя и стекла. Шкатулки, следующие экспонаты. Только шкатулки, картины вверху пытаюсь вам показать, так же как оформлена выставка. Вот я задумываюсь об этом. И вот интересные такие урны, конечно, шкатулки здесь удивительные. Можно даже идею подхватить и самим сделать шкатулку. Разные вот такие вот сувениры. То есть скрыночки и куферочки на белорусской мове. Шкатулки из кости.
из разных материалов здесь. Если на сайт пойти этой арт-галереи, то можно прочитать, из каких материалов. Свистки, сумочки. Вот такие вот, то есть стольницы и перечницы. Прям целый стенд посвящен, целая витрина именно сольницам. Вот эта хрустальная мне нравится, прозрачная, с прозрачными котиками. Столовые приборы внизу находятся. Даже скалка с изображением котиков. Вот сейчас только заметила. Это от известных авторов, как я понимаю. Даже можно прочитать. Ленокс бренд. Наверное, славится своими материалами. Или фарфором. Напишите, кто знает. Также здесь канцелярия представлена в разных ипостасях. Канцелярские разные мелочи, носочки, даже для туалетной бумаги специальное устройство. Альбер Дюбу, его произведение искусства, не побоюсь это сказать. Ой, особенно мне нравится эта мать-героиня. Очень невероятная скульптура. Ну, все здесь такое интересненькое, непросто. Замысловатое. Тут и со странностями котики, и милые котики, и не милые котики. Любые котики. Вот кто увлекается котиками, сюда обязательно приходите. Выставка действительно грандиозная для города Минска. И в основном в мире частные коллекции. В Москве была выставка, но я на них не была. Мне достаточно того, что у нас в городе Минске, я верю в это, самая грандиозная выставка. Больше я не слышала, чтобы что-то было такое красочное, невероятное. И вот из дерева какая удивительная, то ли картина. Разные экспонаты, стульчики. Опять открытки с аукциона. Кстати, можно купить открытки, копии. Что мы и сделали, я все покажу в конце. Вот эти мне котики очень нравятся, белые, что-то в них есть. Но тут много любимчиков. И очень красиво оформлен зал. Это следующий зал. Здесь можно посидеть, отдохнуть, посмотреть вот на игрушки даже. Опять конструктор, коты из конструктора, коты из других материалов. Ой, какой интересный котик такой. Вот это мне нравится изображение кота. У меня даже есть, по-моему, дома мини-котик в таком вот виде, то есть таким вот полукругом. И вот такой вот стул, на нем можно посидеть, столик посидеть и вокруг отдохнуть. То есть, конечно, здесь очень много экспонатов, и ходишь, хочешь все впитать, ну и нужно и отдохнуть, потом много сил прибавляется. Особенно мне понравился этот, конечно, белый кот, эти часики. Я неровно дышу к таким часикам, даже в дом себе хочу именно такие часы с шишками висячими. Здесь вот все подмечено. И вот я даже сфотографировала, как выглядит кот и скульптура под ним. Вот этот кот в чайнике, это просто милота. И вот такие интересные коты, сделанные, такие своеобразные, атмосферные, даже так. И вот много котов полукругом, то есть это, наверное, в какой-то стране принято так изображать котика. Вот это мне очень понравилось. Это спичечницы, представляете? Даже спичечницы вот такие вот удивительные.
Пепельницы ниже находятся. Ой, вот этот мне кот мраморный понравился, белый. Но я не курю, мне пепельница не нужна. Но пепельницы тоже собраны уникальные. Запальницы по белорусской мове, на белорусской мове. Курыльные. Мыльницы. Тоже невероятные. Не просто какие-то такие обычные, а именно такие с каким-то смыслом. Вот этот котик интересный очень. Ну, тут все интересно. Куда ни посмотри, везде можно что-то найти, что отзовется внутри. Вот календари, стенд посвящен. Вот эти котики интересные. Тоже это какая-то очень интересная работа. Более подробно, опять же, надо пойти на экскурсию. И монеты. Монеты тоже с изображением котиков или посвященные вот этой кошачьей теме. То есть более подробно можно ознакомиться. Я специально засняла, может кто-то увлекается нумизматикой или собирает какие-то монеты. У меня, например, только одна монета серебряная, именная Дунину Марцинкевичу посвященная. А здесь, посмотрите, это и марки, кто увлекается марками, с изображением котиков. То есть котики во всех сферах. Тут просто можно без слов включить музыку и смотреть, и изучать по-новому. Лампы. Интересно, сколько лет собирал коллекционер этих всех котов, как он их вообще привозил, это же такие проблемы на таможне. Удивительная коллекция, удивительный человек, удивительная арт-галерея со всех сторон. Я слышала, что здесь был магазин, посвященный канцтоваров, но они предпочли отдать именно место культуре и сделать побольше вот эту выставку в арт-галерее. Вот котик даже египетский есть здесь. Арома лампы. Интересный котик. Я очень люблю египетских котиков, да, они страшные на первый взгляд, но они очень стильные. Также в белорусском стиле котики. Разные фигуры из разных материалов, причем все подписано. Кто увлекается оловом, могут посмотреть котиков из олова и этой теме посвященной. Кто увлекается бронзой, может бронзу посмотреть. Вот играющий с клубком котик интересный. А вот эти вот фигурки я очень часто видела именно с янтарем, я имею в виду, продаются в Санкт-Петербурге, как вот именно туристические такие вот памятные вещи, которые можно купить. И у нас в Центральном книжном можно купить эти изделия с янтарем. Где-то в районе 30-50 белорусских рублей. Не могу я никак отойти, просто я сама себе хочу приобрести изделие вот именно с янтарем, мышку такую, сидящую на стульчике, но все раздумываю, потому что, чтобы не стояло, не пылилось. Я вообще люблю русалочек и хочу коллекционировать русалочек. А вот это вот уникальное изделие, я именно на этой выставке узнала, что есть такой материал, как мармарин. Англия, родом из Англии. И вот эти все фигурки, они сделаны из этого материала. Именно шкатулки здесь из мармарина, причем мармарин, оказывается, это смесь мраморной крошки и синтетической массы. Вот чем больше я узнаю, тем больше осознаю, что ничего не знаю. Ну вот прям
открытие мое, новый материал мармарин. То есть на этой выставке можно узнать много-много чего нового. Бронзовые изделия, причем в сочетании, как я вижу, с природными камнями. Тоже у меня вторая слабость, то есть уже третья, наверное, в этом видео. Это минералы, камни, горные породы. Это тоже моя слабость. Ну и, конечно же, как же без украшений. Я заявила, что я Jewelry Addict, то есть помешана на ювелирке. И вот именно эту витрину я не могла обойти. Естественно, здесь очень много уникальных украшений. Вот даже кристаллы Сваровски, ему отдельная полочка посвящена. Ну и опять я обращаюсь к украшениям, к ювелирным изделиям. Очень интересный вот этот набор из бирюзы меня удивил. Причем, если к нему присмотреться, то там тоже все связано с котиками. Это, я не знаю, где они раздобыли такое уникальное украшение. Или партитура, как, по-моему, это называется, когда там и колье, и серьги, и браслет, все вместе. А это коты из минералов разных. Подписано, что чилийские изделия, также лампы такие экзотические, звоночки. И мой любимый императорский фарфоровый завод. Очень люблю этот завод в Санкт-Петербурге. Даже пью кофе из чашки от этого завода. И еще у меня есть некоторые элементы посуды. В подарок я всегда выбираю. Кстати, изделия тоже от Лаврова. И вот это вот тайваньские изделия. У них свой стиль удивительный. Такой какой-то интересный. И вот этот котик с камнем в ротике голубым, что-то невероятное. То есть я люблю такие вот странные скульптуры. И милые люблю, но люблю с какой-то вот такой вот, знаете, есть кино не для всех, и есть скульптуры не для всех. Даже вот белые коты, головы друг на друге. Это ж надо додуматься до такой скульптуры. Это котики из дерева, а также из кости мамонта. Особенно меня впечатлила вот эта мышка, которая держит котик за хвостик. И вот эта бронзовая статуэтка, это просто художественная мысль невероятная. И что-то там под этим стеклышком. Не знаю, где они раздобыли, как они смогли. Просто невозможно пройти мимо и, наверное, купить такую невероятную вещь. Подсвечники и канделябры. Даже вот такая интересная кошка египетская, эффектная. Также чайники, имбрычики по белорусской мове. Я сама в первый раз узнала, что на белорусской мове чайники – это имбрычики. Очень много чайников кухонной темы, ну и как же без алкогольных напитков, а также всего, что связано с этой колоссальной индустрией. Виды вин, разные бокалы. Гата Негра, наверное, пробовали многие это вино. Даже вот такой скелет кота, и все посвящено именно вот этим алкогольным напиткам, связанных с кошачьей темой. И эту рубрику они не обошли. Давайте я к вам выйду, чтобы через дверь с вами разговаривать. Можете зайти. Чайные ложечки из США для соли. Самая большая в Европе коллекция, посвященная котам. Здесь 7477 экспонатов из 106 стран мира. Коты в разных формах, вот и ложечки с котами, открытки, и коты из камней, коты из... Даже есть где-то картина из кошачьей шерсти сделанная. Вот, плюс наши свои... Осторожно, там кот. Подставка для курящих опиум, гирьки, домик для сверчка.
все средства выручены, то есть билеты, все сувениры идут в наш клип. Это поход. Опять моя тема. Даже увидела новый минерал – симбирцит. А ему просто любопытно. Вот он, Мимо симбирцит. мухами пролетает, на него сядет. Вот про него написано. Разновидность кальцита, полупрозрачный камень желтоватых, красноватых оттенков. Ну, возможно, даже и здесь развяжется. Здравствуйте, можете проходить. Сейчас. Давай, разбуди. Из ангидрида даже. Вы к нам в галерею? Поделочный Хорошо. камень, А откуда вы мрамор, нас узнали? желтый, Из Инстаграма? Чудесно. из азурита. Вы, значит, у нас подписаны, да? Да. Так, 2 взрослых, это 24 рубля. Даже такая есть вещичка. Питерское лето, 41 год. Вовсе не военный, уходил на фронт. Так, хорошо. Это помпон. Можно гладить, да. Покорили, конечно, меня эти изделия из минералов, даже узнала новый материал, симбирцит, а эти ложечки для соли с котиками просто мне разбили сердце. Также здесь, вот где покупаешь билеты, например, можно увидеть даже вот такое вот достояние, тоже, как видите, с паспортом, разные вещи удивительные. И чем больше присматриваешься к ним, тем больше видишь их уникальность. Хочется рассмотреть с каждого уголка, то есть со всех сторон, присмотреться, опустить свой взгляд. Вещи, ну, до такой степени уникальные, что не описать словами. Особенно меня задела кошечка с розовым бантиком. Просто разбило сердце. Наперсточки — это тоже моя слабость очередная, особенно после мультика литовского про наперсточек Илоночки. Рекомендую всем его посмотреть. Кто не видел, я знаю, что не все знают про него. И вот здесь и тема наперстков, и тема, как видите, иголочки, игольницы. Даже это, не только спичечницы, но и игольницы. Также вот такие вот игрушечки интересные. Я уже показывала игрушки, но это не последние. То есть герои мультфильмов разных, именно котиков. Старинные игрушки. Мой вот сын был под впечатлением от этих игрушек. Так и подписано «Цацки» на белорусской мове. Цацки — это игрушки. Также вот очень мне понравился этот котик. Нигде не бывает лучше, чем дома. Это действительно так. Также я слышала, что если ребенок после школы стремится домой, это очень хорошо. Значит, дома он чувствует себя хорошо. А это урны для похования. То есть урны для праха котов. Да, специально для них. Удивительно. А вот эти тоже мне экспонаты понравились. Фляги, сувениры в память о посещении мотеля в США. То есть есть такой мотель, где можно вот такие вот приобрести интересные вещицы. Но вы заглядываете в Инстаграм, это уже тема 18+, если хотите более подробно узнать про эти фляжки. Также вот такие вот удивительные котики, и бирюзовый котик, как написано, из Латвии. То есть каждый может встретить свою страну, если вы приезжаете в Минск из другой страны. Восторг. Ну, тут, наверное, тоже литовская тема. Я очень часто была в Вильнюсе, отдыхала, и вот вижу, ой, вот эти интересные котики, вот этот белый с розовым, я только сейчас увидела его уникальность. Интересный котик. А это подпись Куклачева. Куклачев, он очень редко дает подписи, и здесь он оставил, представляете?
Открытки с аукционов, которые можно приобрести. Опять их показываю более подробно. То, что здесь вот сейчас что-то произойдет. Везде момент какой-то обозначен. И также опять я возвращаюсь к витринам. Никак не могу отойти от них. Все хочется изучать и изучать. Приходят новые люди, замечают что-то новое. Я подхожу и вижу действительно что-то невероятное, чего я не видела. Вот, например, такие котики. Как можно уйти и не увидеть их? И даже шоколадный котик есть. А вот эта вот игра слов тоже очень интересно, где встречается слово кот. Адвокат, кэт, мускат, мускатное вино, мускэт. Везде какая-то вот обнаруживается присутствие этого слова. Интересная коллекция, это тоже нужно, конечно, раздобыть такую. Также вот скелеты котика, вот это интересный экспонат, то есть рассмотреть изнутри котика, из чего он состоит. Также предметы мебели, тоже везде вот эта кошачья тема. Ну и мы вернулись к стульчику. Он уникальный стульчик. Нам только под конец показали, какая тайна кроется в этом стульчике. А вот такая тайна, вот такая вот женщина поддерживает этот удивительный стульчик с котами. Я не ожидала такого. Эта девушка на входе, которая продавала нам билеты, показала нам это. Удивительный стул. Также здесь можно приобрести разные памятные вещицы. Это я показываю вам подороже, то есть таро черных котов. Даже вот, как видите, вот эти скульптурки, которые можно купить, они тоже своего рода такие уникальные. Не везде вот обнаружишь таких интересных котиков. И подешевле есть, и по рублю, и по 2 рубля. Открытки можно приобрести. И, естественно, так как мне выставка очень понравилась, я захотела приобрести, я приобрела вот эту вот открыточку. И очень мне понравились эти котики. И также 2 вот такие вот подвесочки, китайские котики. Вот сам хозяин, вот эта уникальная скульптура кота, она просто удивительная. Я вообще в Инстаграм увидела, и все началось именно с этой скульптуры. Можно посмотреть, где находится подробно. Вот их визитки, Катавасия, арт-галерея. Не путайте с музеем кота, это совсем другая арт-галерея. И также вот он, этот кот, и девушка, которая продает билеты, она удивлялась, как они его доставили именно в Минск. И я посидела на лавочке, решила с вами попрощаться и погладить котика. Надеюсь, видео вам понравилось, со мной было вам тепло и уютно. Арт-галерея, на мой взгляд, уникальная. Приезжайте в Минск, посещайте ее, это наш отдых. Желаю всем здоровья и добра.